Как видите, новогодние праздники удались на славу и очнулся спустя 3 месяца. За это время в игре вышло несколько обновлений, включая одно крупное. Да онлайн начал расти. Почему же я молчал в такое ответственное время? Потому что я ебашил как не в себя. Меня держали в подвале, кормили только по воскресеньям и заставляли работать до изнеможения. Но в этот раз я подобрал пароль замка, выбрался из подвала и пока Крис не утащил меня обратно, записываю это видео. Оскар мне! Что произошло за этот промежуток времени? Честно говоря, я не особо помню. Я не люблю забивать голову такими вещами, и я не записываю процесс своей работы. Но давайте пройдемся по анонсам из Дискорда. Тактика выпускать часто на маленькие обновления не прижилась. Поначалу старался делать именно так, но рождественское обновление поставило крест на такой подход, поскольку делать реже, но больше оказалось проще и привычнее. Рождественское обновление готовилось еще с середины ноября, но в процессе выходили другие обновления. Например, 23 ноября вышло обновление, где я добавил генерацию вещей на карте, возможность выпрыгивать из окна и птичек в небе. На протяжении всего пути в игре то и дело случались критические ошибки, часто полностью ломающие игру, но мы старались оперативно фиксить их. 16 декабря вышло рождественское обновление. Это было крупное обновление по сравнению с последними, и в нем были добавлены важные вещи. Камеры, модель которых была готова еще полгода назад, но мы никак не могли затекстурировать ее. В итоге мое терпение лопнуло, я просто нарыл материалы из толбокса и натянул их на модель. Появилась возможность срывать кусты и маскировать капканы. А еще вот это. А также различные фиксы багов и незначительные нововведения. Например, капканы стали игнорировать игроков в первые 3 секунды. С января популярность игры вдруг начала расти в геометрической прогрессии. Каждый день новый рекорд онлайна. Я не знаю точно пиковый рекорд, но самый большой из зафиксированных – 2091 человек. Это дало нам мощнейший буст мотивации. На том фоне даже Оникс, наш билдер, сделал табличку для карты. Но лично я от этого словил также лютую панику, буквально потерял покой. Я чувствовал огромную ответственность и в то же время вину перед людьми, поскольку проект все еще был и остается сырым. Ежедневно люди сообщали об одних и тех же багах, словно не видели, что это уже было сказано за них. Поначалу я старался отвечать на все сообщения, но потом даже перестал их просматривать, потому что мне было просто морально больно видеть их. Я понимал, что этот скачок популярности лишь временный, потому что игра в текущем ее состоянии не способна удержать этих людей. И так, собственно, и произошло. Через 2 недели активность начала падать и вернулась в почти прежнее состояние. Примерно в это же время в команду прибыло 2 человека. Зерви, новый аниматор, поскольку старый окончательно покинул свой пост, и Озан, я не знаю, как правильно произносить, кстати, скриптор, с которым у нас впоследствии было немало терок. Теперь я отчетливо понимаю, что 2 скрипторам пипец как сложно ужиться в одной команде. Потому что у каждого свой стиль написания кода, и каждый считает, что именно его стиль самый правильный. С первых дней Зан начал пояснять мне за мой неоптимизированный код. Да, он не идеален, да, я часто прибегаю к странным решениям и не люблю 10-этажные модульные системы, но оно же работает в конце концов. Затем он стал предлагать изменить дизайн интерфейса, установить какие-то сторонние модульные библиотеки, непонятно для чего даже создал страницу игры на форуме, хотя никто об этом его не просил и никому она не нужна. Словом, я убил кучу нервов на споры с ним. 10 января вышло обновление, в основном направленное на фиксы багов. Была добавлена кнопка дропа всех вещей в слоте, уменьшена скорость падения стамины, больше нельзя было попасть больше, чем в 1 капкан за раз, а камерам добавлен зум. Дальше я хотел сделать паузу, чтобы следующее обновление было поистине крупным, но сообщения различных багов в системе пати разрушили эти планы. И 14 января вышло незапланированное обновление, где я полностью изменил архитектуру этой системы, хотя для простых игроков внешне ничего не поменялось. 4 февраля вышло обновление, про которое я уверенно могу сказать: да, вот теперь игра начала расправлять крылья. Был добавлен долгожданный бот для Бигфута. При попадании в капкан он теперь не просто болтался на твоей ноге, а ты должен был выбраться из него. У Бигфута появилась карта и управление для консолей. Бигфута стало возможно слепить ракетницей или дроном. На карте появились смотровые вышки, где также спавнятся ресурсы. И буквально на следующий день вышел хотфикс. У Бигфута появился рагдолл при смерти. 1-2 раза вот это упражнение делают. Увеличилось количество патронов на карте. Бигфут стал жирнее в 4 раза. Как скоро выяснилось, зря. Это все обновления, которые вышли за это время. Что же готовится для следующего обновления, которое наречет игру альфа и сделает новый крупный рывок? Честно, я сам хз. У меня набросан список того, что нужно сделать, но тут так много всего, что я не уверен, можно ли это сделать даже за 3 обновления.
Пока из реализованных нововведений только канистра, которую можно взорвать. Сейчас я не могу работать в том же темпе, что раньше, так что вряд ли я смогу сделать много. А о планах я не особо люблю говорить, потому что будет очень неловко, если они не сбудутся. Но так и быть, кое-что расскажу. В планах добавить новых персонажей, магазин скиллов для Бигфута, больше построек на карте, больше способов прохождения. Сейчас активно идет работа над второй картой, но пока что это только внешний вид. Настройка геймплейной составляющей тоже займет какой-то срок, так что я не знаю, успеем ли мы сделать ее к альфа-обновлению. Когда будет само альфа-обновление, тоже неизвестно. Я рассчитываю на середину марта, но по сути просто тыкаю пальцем в небо. И дело не только в лени, и не только в моей. Заставить команду продуктивно работать очень часто бывает нелегко. Если вы смотрели предыдущее видео, то могли подумать, будто мы с Крисом вечно сремся. И будете правы. Но то ли у меня нервная система на порядок окрепла, то ли вовсе отслоилась, но на все эти споры я уже смотрю сквозь пальцы. Может быть, мы лучше сдружились? Страшно подумать. А на этом у меня все. Что я могу сказать в завершение? Вот уже прошло чуть больше года после того, как я присоединился к команде разработки этой игры. И безусловно, мне нравится, что из нее что-то получается. Я не могу сказать, что мне нравятся все аспекты, особенно меня утомляют вечные проблемы сплочения команды, но все же мы как-то двигаемся вперед, а значит не все так уж плохо. Я постарался рассказать все, что хотел, но башка дырявая, я часто упускаю детали. Поэтому вступайте в наш Discord-сервер, ведь часто бываю там, отвечаю на вопросы, публикую новости разработки. Там же вы можете предложить свои идеи, мы читаем их все, и написать что-нибудь приятное мне в личку. До встречи! Что произошло за это Что? С января популярность игры вдруг начала расти в геометрической прогрессии. Каждый рекорд новый... Где я полностью изменил... Заставить команду продуктивно работать... Надеюсь, меня не слышат. Видимо, слышат.